Приветствую всех, кто решил посмотреть мой видеоролик на обзор компрессора автомобильного аккумуляторного беспроводного от компании Schwarz. Коробка тут уже была вскрыта мною заранее, так как нужно было в пункте выдачи проверить комплектацию, чтобы все было на месте. Давайте вот теперь посмотрим, что тут находится в комплекте. Тем самым начнем обзор. В комплекте имеются ХБ-перчатки, брендовый мешочек для того, чтобы можно было вот хранить, переносить сам компрессор. Ну, конечно же, сам компрессор. Он у меня запылился немножко, потому что я им уже пользовался, проверял там все это дело, как работает, поэтому немножко он потерял товарный вид, но ничего. Так, сам шланг 20 сантиметров для подкачки. Кабель Type-C. Что тут еще у нас есть? Есть вот возможность заряжать от разъема автомобильного прикуривателя. Длина кабеля 3 метра. Тут что у нас осталось? Еще давайте посмотрим. Инструкция. Насадки для того, чтобы вот можно было, например, футбольный мяч накачивать, еще, видимо, для каких-либо целей. Ну и сам зарядный адаптер в прикуриватель на 2 разъема. Перед вашими глазами все, что входит в комплект. К сожалению, в комплект не входит адаптер для зарядки, поэтому мне пришлось взять от своей видеокамеры, от той, которая сейчас снимает, и воспользоваться зарядкой с помощью вот этого адаптера. Значит, вставляете вот провод с одной стороны USB, с другой стороны Type-C разъем. Ну и потом, когда вам нужно будет зарядить компрессор, вы вот в розетку вставляете, и вот заряд тогда идет. Кто-то в комментариях на Озоне интересовался, каким вот адаптером можно заряжать, с какими его характеристиками. Ну вот смотрите, сейчас покажу характеристики адаптера. Так, значит, 5 вольт на выходе и сила тока в 1,5 ампера. Вот таким вот адаптером я заряжал, значит, компрессор где-то часов, наверное 5-6. Да, очень долго пришлось мне заряжать его. Вот, поэтому... То есть вот ответ вам, если вдруг вы тоже интересуетесь, вот, пожалуйста, характеристика адаптера перед вашими глазами, и время я указал, длительность заряда до 100%. Почему я решил купить именно этот компрессор? Потому что в первую очередь подкупила его цена. 43 белорусских рубля, вот на Озоне я его купил. Это где-то около 15 долларов, то есть вообще деньги смешные. И расширенная гарантия до 5 лет. То есть вот если перейти по QR-коду вот с этого вкладыша, то вот написано «Свяжитесь с менеджером», и тогда ваша гарантия станет до 5 лет. Ну, честно говоря, я туда не обращался, ничего никому не писал, потому что цена компрессора невысокая, даже если он и сломается, ну как бы не особо жалко будет. Давайте начнем, наверное, с его размеров. 13 сантиметров длина, толщина 5,5 сантиметров, ширина около 9 сантиметров. Защиты от перегрева здесь, судя по всему, нету, так как вот в инструкции написана такая информация, что после 15 минут работы дать ему 25 минут отдыха. Из этого следует, что, скорее всего, защиты от перегрева нету. Вот измерение давления в фунтах на квадратный дюйм, в барах можно измерять давление, в килопаскалях и килограммы на сантиметр квадратный. Кстати, помимо всего, здесь компрессор может использоваться и как powerbank. Сейчас я вам покажу, подождите.
Вот на примере моего телефона давайте посмотрим, получится ли его зарядить от так называемого встроенного пауэрбанка. Сразу же отобразилась на экране информация о состоянии заряда аккумуляторов. Ну, как мы можем наблюдать, какой-то заряд все-таки происходит. С пауэрбанком мы разобрались, теперь посмотрим, что еще есть в этом компрессоре. В этом компрессоре есть фонарик встроенный. Он, хочу сразу сказать, очень слабый, буквально хватает света вот подсветить вентиль, когда вы будете на автомобиле подкачивать колесо, например, не более того. Есть сигнал встроенный SOS. Включение компрессора происходит зажатием центральной кнопки. Все, компрессор включился. Если нужно отключить компрессор, опять же зажимаем кнопку, компрессор отключается. Также помимо этого, если забудете отключить самостоятельно компрессор, он сам отключится через определенное время. Давайте теперь включу, пробежимся по его функциям. Значит, есть возможность изменять давление в ту или иную сторону. Кнопочка плюс, кнопочка минус. Например, выбираем режим подкачки колес на автомобиле, но вы хотите, например, сделать не 2,5 бара, а, например, 2,3. Вот можете менять давление, величину давления и выставлять ту, которая нужна именно вам. Вернем на 2,5. Переключение режима с помощью вот этих вот стрелок. То есть тут вот вариант подкачки на автомобиле предлагается, наверное, это мотоцикл нарисован. Потом велосипед и футбольный мяч. Футбольный мяч там что-то около полубара. Например, вот вы хотите выставить бар или там для какой-то цели что-то накачать. Выставляем 1 бар. Все, компрессор запоминает это давление. Вы его включаете. И при достижении нужного давления, то, которое вы сами выставили, компрессор сам отключается. То есть вот такая встроенная есть защита. Ну что тут еще вам показать? Да, когда получается, смотрите, я выключаю его. Например, вам удобнее видеть информацию в барах. Включаете компрессор. После того, как компрессор включился, вот кнопочка есть с 2 стрелочками. Допустим, вот эти вот единицы измерения мы хотим поменять на бары. Зажимаем вот эту вот кнопочку с 2 стрелочками на несколько секунд. Вот, видите, меняются единицы измерения давления. Вот я зажал ее на несколько секунд и меняются единицы измерения. Что касается дальнейших его характеристик, производительность насоса 35 литров в минуту, давление, которое максимальное, может выдать около 10 бар. Шина размером R16, якобы он способен накачать за 5 минут. Мы это все дело посмотрим вся в гараже. Это вот такие характеристики у него указаны на озоне у продавца. И последнее, что я бы хотел посмотреть, это что он представляет из себя изнутри. На сайте продавца указано там в комментариях, что поршень и шатун металлические стоят. Вот. И я еще хочу посмотреть, какие стоят внутри аккумуляторы. То есть 18650 или же там 18350. Вот сейчас я разберу и посмотрим все вместе, кому это интересно. Да, это лишает как бы его гарантии, то что тут вот пломбы. Ну, что не сделаешь ради вас и себя. То есть, любопытство превыше всего. Давайте сейчас разберем его и посмотрим, что у него находится внутри. Аккумулятор здесь стоит 18650. Емкость 2000 мАч, 2 штучки. То есть
собственно, 4000 мА общий аккумулятор. Так, как бы тут... О, вот, получается. Так. А что это, нас обманули, получается? Шатун пластмассовый. Цилиндр металлический. Шестеренки металлические. А шатун-то пластмассовый. Ну-ка, подождите. Сейчас я почитаю комментарии. Зайду к продавцу. Может, что-то я неправильно понял. Так, подскажите. Значит, здравствуйте, подскажите. Шатун и поршень пластиковые или металлические? Ответ продавца: данной модели шатун и поршень металлические. Шатун и поршень металлические. С уважением, команда. Ну, такого-то продавца. Так, жалко, у меня магнита здесь нету. Проверить бы шатун. А, нет, есть вот магнит от динамика. Какой-то вот магнит есть. Ну-ка. Да нет, не магнитится. Ах. Так, а может быть мне его еще дальше разобрать? И вообще визуально посмотреть его как можно ближе. Все разобрано, теперь можно осмотреть все более детально. Давайте начнем с моторчика. Вот его номер, кому интересно. Есть воздушное охлаждение. Сам цилиндр выполнен, видимо, из дюраль алюминия, потому что к нему магнит вот не примагничивается никак. Шатун оказался все-таки пластмассовым. Идет одной деталью вместе с поршнем. Шестеренка вот эта сама по себе металлическая. То есть вот она примагничивается, к ней магнит спокойно. Вращается шестеренка на подшипнике. Ну а шатун с поршнем оказались пластмассовые, к сожалению. То ли продавец нас обманул, то ли он сам не знал, когда отвечал на этот вопрос в комментариях. Вот если приложить магнит к шатуну, попробовать, да, смотрите. Вот я приложил, и он упал. Вот к шестеренке, на шестеренке он держится. Ну, тоже держится, потому что этот штифт, он из металла. А тут вот пластмасса, к сожалению, оказалась. Вот, в общем, как-то так. Сам аккумулятор. А, вот, смотрите, датчик давления, кстати, да, по которому, благодаря которому отключается компрессор. Ну, вот, в общем, как-то так. Осталось его испытать в гараже. Ну а для начала я хочу подружить компрессор с дымогенератором. Когда-то вот покупал дымогенератор. Кстати, вот в первую очередь я компрессор и купил исключительно для дымогенератора. У меня есть друзья, товарищи, которым нужно иногда там проверять мотор на подсос воздуха, просят какую-то, то есть, диагностику сделать. И вот я решил купить мобильный компрессор для того, чтобы можно было выезжать куда-то, вот когда они просят, или же здесь вот около гаража, когда они подъезжают, чтобы мне не включать вот этот компрессор от сети, который, да, 220 вольт, а выйти там на улицу, вот подключиться к аккумулятору, к аккумулятору вот подключается, и оказать им такую вот услугу по диагностике. Вот между собой их как-то нужно соединить. Сейчас я буду разбираться, что-то надо придумать, какое-то соединение, какой-то переходничок, и потом покажу, что из этого получилось вам. Все-таки получилось их между собой законнектить. Взял какую-то вот трубку
какого-то насоса. Здесь вот быстросъемы. Все, и здесь вот штуцер вставляется в быстросъем. На него одел трубку и подружил их. В общем, хорошо, когда есть, конечно, гараж, а в нем когда полно всяких ништяков. Все, сейчас будем пробовать запускать этот приборчик. Дымогенератор я включил, все, нагрев пошел. Компрессор включен, давление выставляю в полбара. Это как раз таки та величина давления, которая нужна для диагностики. Так, нажимаю кнопку и смотрим. Отличный густой дым. То, что нужно. Так, отключаю. Да, тут кумар такой, теперь в гараже конкретный. Ну, все сами видели. Все, отлично. Вот для чего я покупал компрессор. В принципе, вот для вот этих вот целей. И я доволен результатом. Так, ну мы продолжим тестирование компрессора дальше.